Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области, предложил обучать детей-мигрантов по отдельным программам и в особенных школах, а говоря другим языком, приравнять к умственно отсталым. Он считает, что это облегчит работу учителям и позволит создать классы с меньшим количеством учеников. Но что-то пошло не так. В эфире местного телевидения Мороков заявил, что к школьникам из семей мигрантов в России должно быть отношение не такое, как ко всем остальным ученикам. «Ну мы что, фашисты, что ли? Им помочь надо, обучить», — заявил Мороков. Он считает, что детей из семей мигрантов, которые плохо владеют русским языком и мешают процессу обучения в смешанных классах, необходимо приравнять к категории детей-инвалидов. В качестве примера он привел детей с шизофренией и умственной отсталостью, олигофренией. По его мнению, это позволит уменьшить размер классов и предоставить дополнительные выплаты учителям. У нас сегодня существует категория детей с особенными образовательными потребностями. Это дети с ограниченными возможностями, дети-инвалиды. Я думаю, что вот этих детей, имея в виду детей-мигрантов, тоже нужно приравнивать к этой категории, заявил Мороков. По его словам, в Екатеринбурге уже существуют 2 такие школы с достаточно большим количеством таких учеников. Он также вспомнил школу номер 149, где 90% учащихся – это дети мигрантов. Они все поют гимн РФ по понедельникам, они его знают, даже толком не говоря на русском языке, добавил Мороков, отметив, что эта информация у него от директора школы. Предложение омбудсмена вызвало бурные обсуждения в уральских СМИ. Правильно, только так. Если их признать инвалидами, так еще и пособия будут получать по инвалидности. Во как закручено. А почему они вообще получают бесплатное образование? Если его для неграждан сделать платным, то и классы придут в норму. Кто-нибудь из чиновников может внятно пояснить, что здесь делают дети и жены мигрантов? Вам нужна рабочая сила. Хорошо, но почему рабочая сила должна привозить с собой всю родню? Вроде бы уже была отличная инициатива, просто перестать пускать трудовых всей семьей с бабушками и дедушками, которая как бы снимает проблему обучения детей, которые русский вообще не понимают. Хватит уже сюсюкаться с мигрантами. Знаешь язык – учись. Не знаешь – езжай на историческую родину, написали люди в комментариях. Если рассматривать его слова без эмоций, то можно предположить, что Мороков стремится снизить нагрузку на учителей, которые вынуждены тратить много времени на решение проблем с детьми мигрантов, часто плохо понимающими русский язык. Однако подобные заявления имеют негативные последствия. В данном случае слова чиновника показались многим оскорбительными как для коренного населения, так и для приезжих. Это видно по обсуждениям в социальных сетях. Позже Игорь Мороков попытался оправдаться за свое предложение приравнять детей-мигрантов к инвалидам. Он объяснил, что дети мигрантов могут быть отнесены к категории с особенностями развития, так как существенная часть из них не владеет русским языком. Исходя из этого, процесс обучения должен строиться соответствующим образом, уверен чиновник. Только вот в очередной раз мы почему-то пытаемся подстраиваться под приезжих, создавать им какие-то дополнительные условия. Игорю Морокову ответила Марина Ахмедова. «Не могу согласиться с таким подходом», написала она в своем телеграм-канале. Вот ее позиция. Во-первых, дети-инвалиды в классах – это граждане России. Для них приоритет. Дети мигрантов – не граждане России, и называть инвалидами здоровых детей – так себе подход. Даже при том, что у них есть особые потребности, но они исправляемы. Болезнь – это физическое состояние, не говорящие по-русски дети в российских школах – это другая болезнь, коррупция она называется. Да, мы теперь ничего не можем сделать с их засилием в классах, однако вводить доплаты учителям за их обучение – это еще один путь зла. Это обучение все равно будет происходить в ущерб русскоговорящих детей. А школы, получая за это доплату, будут приветствовать увеличивающееся количество таких детей. Мы ведь живем в обществе денег, и, глядишь, где-нибудь в школе даже предпочтение начнут отдавать детям мигрантов, а граждан не брать, говоря, что мест нет. Было нормальное предложение от СПЧ организовать подготовительные курсы, где дети мигрантов обучаются русскому. Не обучился, продолжаешь разговаривать с мамой дома на своем, в школу не пойдешь. Дети не ходят в школу, родители депортируются на родину. И не надо изобретать детей-инвалидов с особыми потребностями и высасывать из бюджета дополнительные оплаты учителям. Ведь деньги опять же расходуются не на подготовку наших детей к олимпиадам, к полету в космос, а дают знания не нашим гражданам.
Кстати, подготовительные курсы должны оплачивать сами родители, чтобы русский не представлялся им ненужным, навязанным, карательным инструментом, а представлялся именно ценностью, за которую заплатили. Говорю это в который раз, резюмировала Марина Ахмедова. Тем временем в Волгограде разразился скандал, участниками которого стала преподаватель одной из местных школ и ее ученица. 14-летняя девочка пришла в школу в хиджабе, чем и спровоцировала скандал. Учительница русского языка попросила школьницу снять хиджаб во время нахождения на уроке, однако та резко отказалась, заявив, что преподаватель оскорбляет ее религиозные чувства. В ответ на это женщина парировала, что у православных верующих тоже есть свои атрибуты, однако в светском учреждении, коим является школа, носить их не принято. Скандал разразился из-за того, что все происходящее на уроке, включая спор с учительницей, девочка снимала на камеру, а затем запись появилась в школьных чатах. После этого педагогу начали приходить угрозы от представителей диаспор. Директор общеобразовательного учреждения Анна Рогачева пообщалась с журналистами и объяснила, что в школе не принято ходить в хиджабах. Более того, ранее велись беседы с матерью школьницы, которая поддержала позицию педагогов. Учительница русского, которая по совместительству является завучем школы, предполагает, что школьница пошла на провокацию умышленно. Есть вероятность, что девочка ожидала, что после скандала преподаватели начнут относиться к ней более лояльно и ее успеваемость улучшится. Девочка почти 1,5 года время от времени ходила в хиджабе. В сентябре этого года она сняла его, а в октябре надела вновь. «Я подумала, что это какая-то игра», — пояснила завуч. Другим подозрительным фактором было то, что в день спора ученики писали самостоятельную работу. Учительница посчитала, что школьница может списывать. Напомним, ранее подобная провокация с хиджабом произошла в Ивановской медакадемии. Студентка попыталась смухлевать на экзамене, прикрывшись традициями, но была поймана преподавателем на горячем. В отместку девушка натравила на педагога диаспору, в его адрес посыпались угрозы. Однако выяснилось, что девушка использовала платок, чтобы скрыть наушник. Об этом рассказали студенты вуза. Еще один резонансный случай. В одной из подмосковных школ учительница надела на голову дуршлаг и в таком виде вела урок. Как сообщается, педагог русского языка, которая на уроке объявила себя адептом пародийной церкви макаронного монстра, объяснила, что это был ответ ученицам, одна из которых явилась на занятия в хиджабе, а другая – в шапочке из фольги. Так что ее вера оказалась посторонней. Мария Андреевна решила в креативной форме показать, как выглядят со стороны ее ученики. По ее мнению, школа не должна быть местом для проповеди, а свобода религии включает все формы самовыражения. В том числе и дуршлаги на голове – это такой знак протеста. Сейчас учительница на больничном с ОРВИ. Она очень волнуется из-за директора, которую могут уволить вследствие общественного резонанса. Некоторые родители не оценили шутки учительницы. Однако, по информации СМИ, многие родители учеников просят оставить педагога на работе. По словам родителей, учителей в их школе дефицит, директора постоянно меняются и вообще большая текучка кадров. Мария Андреевна, утверждают родительницы, педагог с хорошим опытом, ранее преподавала в вузе и в этом году устроилась работать в школу. А на занятие пришла с дуршлагом на голове, чтобы подружиться с детьми. Что думаете насчет всего этого, уважаемые зрители? Делитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!